Вы только посмотрите, куда я приехал. Вы видите море? Вот так вот оно и смотрится. Не, даже вот так. О. Наверху горы. Ветер, конечно, тут есть. Значит, это музей под открытым небом. Наверху горы мы доехали. Здесь есть кассы. Платный вход. Значит, покупаем билетики. Тут продают и карты, я так понимаю, вот эти. Это мы в музее купили, археологическом. Сама карта действует год, 750 лир. Он ее отсканировал, QR-код, все, проходите. Вход для обладателей этой карты бесплатный. Карту можно приобрести по Кимлику. Стояночка организованная. Кому места мало, вот там вот еще стояночка. И все это на горе. Класс! Древний город Сканетелес начал формироваться примерно в 3-2 веке до нашей эры, еще в эпоху эллинизма. Сразу после походов Александра Великого регион Киликия, где находимся мы, активно заселялся и развивался. Именно тогда вокруг карстовой воронки возникло поселение Канетелес. В римский период от 1 века до 3 века нашей эры город еще сильнее развивается. Строятся храмы, высекаются барельефы и надписи, появляется акведук и общественные здания. Основные рельефы, сохранившиеся, датируются 1 веком нашей эры. Затем регион настигло несчастье. Несколько сильных землетрясений пошатнули строение, археологию этого места. Но потом его восстанавливали и продолжали жить. А в византийском периоде город этот стал христианским центром. Здесь появлялись базилики и монастырские постройки. Центральным, самым примечательным, большим и самым мистическим местом является огромная карстовая воронка, которая обрушилась десятки тысяч лет тому назад. И называется она Канлы-Диване, как, собственно, это место, куда возят туристов. Основные параметры воронки: длина около 142 метров, ширина около 95 метров, глубина около 50 метров. Когда находишься рядом с ней, кажется, что она намного больше указанных цифр. Образовалась эта воронка из-за обрушения подземных пещер в известняке. Со временем по стенам появились естественные террасы. В западной части воронки есть каменные ступени, ведущие вниз, что выглядит очень странным и обросло кучей мифов и легенд. Внизу ее есть небольшая пещера, а на стенах находятся древние надписи и рельефы. В древнем городе вокруг воронки выстроили эллинистическую башню, 4 ранние христианские церкви, арочная цистерна для воды, крепость на западной стороне, мастерская по производству оливкового масла. Это то, что сохранилось и можно увидеть. И на холме, на самом высоком месте поселения, находится монументальная гробница Аба. Один из самых известных и больших барельефов этого места – семейный барельеф Арморозенца. Он находится посредине стены, самый крутой и отвесный. Там высечено 6 человек, сам глава семьи, его жена и 4 детей. Все они на одной платформе, женщины изображены в позе траура или скорби, и это означает, что это изображение в честь поминания умерших родственников. Надпись, об этом рассказывающая, датируется примерно 1 веком нашей эры. Там же есть небольшое предупреждение, что кто разрушит эти статуи, заплатит огромный штраф Зевсу. Сейчас кажется, что эти барельефы наносились нереальным способом на огромной высоте, как туда можно было попасть. Оказывается, за 2000 лет существования воронки, то, что было создано древними мастерами, ступени, которые вели к разным уровням, так как неравномерно раскалывались слои, теперь эти ступени разрушены, и кажется, что стена отвесная. Пока мы гуляли, меня мысль одна не покидала, почему здесь так много все-таки церквей, и все они вокруг этой воронки. Но, видимо, это связано действительно с реальной легендой,
название этой местности Кровавая пропасть, Канлы-Диваны переводится. И по легенде туда сбрасывали римских воинов, преступников и даже некоторых заболевших животных, ну, обрекая их, естественно, сразу на смерть. С тех пор эта воронка стала называться Кровавой. Но при чем тут церкви? Ну, видимо, потому что есть некий акустический эффект у воронки, который в древности не понимали, потому что не знали физику. Воронка издает мистические порой звуки. На самом деле это необычное эхо из-за кривых разломов воронки. Иногда, если стоять у края воронки и говорить или кричать, звук долго отражается от стен и возвращается несколькими волнами. И иногда он звучит так, будто кто-то отвечает из глубины. Это происходит, потому что стены почти вертикальные, камень в основном известняк, он хорошо отражает звук, а форма воронки создает сложное многократное эхо. И люди этого места боялись. И считалось, что из пропасти говорят духи или души погибших. Место является входом в подземный мир, и крики казненных остаются в камне. Именно по этой причине построили несколько христианских храмов, чтобы осветить и защитить это место. Вот я внутри этого здания. Не знаю, что это, замок или что это. Разрушенный. Офигеть, вот землетрясение, какая сила. Посмотрите, такую мощь разрушила все. Внутри там вон колонны сохранились. Витают какие-то типа орлов, птицы, потому что мы в горах. Тут стеной была такой высоченной, получается, огороженная эта воронка со всех сторон. Вокруг люди перемещались безопасно. Провал этот никто не смотрел. Ну, здесь, правда, смотрите, древние кладбище. Обалдеть. Сохранилось. Дорожки тут, видите, такие сделанные из камней, как вот раньше были. Видимо, в греческие здесь времена по таким ходили дорожкам. Это вот очередная церковь. Смотрите, сохранились. Верх колонны вырезан. Тонкая, прям ажурная вырезана колонна. Обалдеть. Здесь на самом краю воронки сохранились, ну, либо здесь уже воспроизвели жернов такой. Скорее всего, так как этот регион был земледельческим, винодельческим, это устройство для дробления и отжима, давильни так называемые. Так как здесь сохранилось еще очень много мастерских по отжиму оливок, значит, это тоже такое, только побольше, с рычагом каким-то для перемещения. Такие массивные каменные валы или катки могли служить только для отжимания. И здесь же видны резервуары, выдолбленные в камнях для сбора масла. Вообще по всему периметру сохранилось очень много в хорошем состоянии этих небольших домов, так называемых мастерских по изготовлению масла. Типичная мастерская, например, находится вот совсем недалеко от самого склона, вернее, от самой воронки. Сейчас мы ее посмотрим. Ну вот типичная мастерская для получения оливкового масла с помощью механического прессования. Измельчение плодов, прессование грузом или балкой, сбор через вырезанные каналы и последующая отделка масла. Такая технология применялась в разных регионах на протяжении многих веков и хорошо видна здесь. Ну, например, видны ниши в скале, места опоры для длинных деревянных балок прессов.
прессовая ложа в полу, фиксированные места, где стояли рабочие части пресса, каналы и сборные емкости. Смотрите, как интересно дерево выросло. Прям на камнях получается. Большое. Здесь довольно большая территория с перекрестками. Вот такими вот выложенными дорожками. Туда еще не ходили. Еще только ходим в одной стороне. Тут вот. А вот здесь растет на восточном, получается, склоне древняя оливка. Она из нескольких стволов. И к ней ходят загадывать желания. Загадывайте. Вот он какой ствол, видите? Необычный. 3 ствола в один срослись. Старая оливка. Сейчас я подвижу. Вот так. Прям на камнях. Везде вот такие вот мелкие камни от мелких строений. Как жаль. Как жаль, что все это разрушилось. И здесь много. Туда еще куда-то дорожка ведет, видимо, там тоже какие-то строения. Тут вообще очень большой город, очень большой. И весь разрушил. Скорее всего, тоже. Не скорее всего, а то землетрясение страшное, которое здесь было. Просто разрушилась целая цивилизация. В один миг. Здесь, смотрите, прям очень много рассыпано всего. Ну, тут, да, вот и гробницы, тут очередная церковь, видимо. Вот так вот здесь это. Вот, я так понимаю, здесь самая крупная гробница, которая сохранилась. Ой, мурашки по коже, как представишь, сколько этому лет. Я не могу. Да, много надгробий всяких. Вон прям они, наверное, разграбленные, что ли. Надгробия, гробницы. Это монументальная могила с 3 колоннами. Могила находится в этом поселении довольно давно, с 3 века нашей эры. Размеры внутренней камеры примерно 2,5 на 2,90, высота 2,2 метра. Вход узкий и низкий, а сама камера перекрыта куполом. Именно эта могила интересна тем, что сочетает местную традицию и оригинальное решение фасад с 3 колоннами, что делает ее важным памятником для изучения строительных мастерских, культурных влияний в Киликии и эпохи Римской империи. Здесь даже у дорожек, видите, сделаны эти, чтобы водичка стекала. Замусорено она сейчас, правда. Но водоотводы есть. А это настоящий гранит. Не видно, наверное, да? Переливается он. Я думала, выше уже нельзя подняться. Нет, можно. Представляете, город аж вон там внизу остался. А здесь все еще он идет. И дорожки все идут. Представляете, сколько труда тоже у людей было. Вот это все проложить, обозначить, чтобы люди везде прошли. Класс. Тут так идешь, захотелось покурить. Это, по-моему, первое место, где нету бычков нигде. Потому что знаете что? Здесь почти на каждом повороте стоят пепельницы. Причем они так красиво оформлены. Вот, ты вставай сюда, пожалуйста. Кури, бросай сюда мусор. А вокруг, будь добр, соблюдай чистоту. Это мне нравится. Здесь побольше даже сохранилось. Но здесь какие-то деревья вековые. А здесь даже ступеньки сделаны. Дом. Здесь, возможно, огород высаживали. И что-то тут масло выливали оливковое. Здесь это уже 7-я маслобойня такого типа. Северная стена дома встроена прямо в скалу. С 2 сторон пресса каменные опоры.
в которые встраивались стойки. В здании были найдены переносной сборный каменный бассейн и камень-давилка в форме ступки с винтовым грузом. Традиционные дома состоят обычно из двух соседних жилых помещений одноэтажной застройки. В западной части сохранилась оригинальная каменная печь, а восточное помещение было построено на маслобойне поздней античности. К югу вырыт сад, укрепленный каменными стенами. Дом имел плоскую крышу, сделанную из деревянных балок и покрытую землей, как и другие близлежащие традиционные дома. Тоже типа дома. Море отовсюду видно. В этом доме даже сохранилась часть колонны, которая подпирала, видимо, вход на участок. Камни причем какие-то все разные. Смотрите. Какие-то пористые тут. И они даже типа легкие. Это вот повыше, в горах самых. Вот это самая крайняя, самая высокая точка этого места и этой горы. Это реально гора. Посмотрите, на какой высоте от моря это вот так смотрится. Вот так. Фух. Море, и мы на горе. Румейская гробница Аба, расположенная в Калды-Диван, является важным археологическим памятником, относящимся к римскому периоду. Она представляет собой пример архитектуры и искусства того времени, а также дает представление о погребальных традициях и культуре того региона. Гробница выполнена в виде небольшого храма с характерными для римской архитектуры элементами, такими как колонны и арки. Они такие часто строились из местного камня, что придавало прочности и долговечности. Внутри могут находиться ниши для захоронения, а также декоративные элементы, такие как фрески или рельефы. Есть легенда, что в этой деревне когда-то жили юноша и девушка. Они очень сильно друг друга любили, и местные жители даже завидовали им. Но однажды пришла беда, Лейла заболела и умерла. Убитый горем Ави построил в честь нее великолепную гробницу, самую большую в местности. Легенда об Абе и Лейле передается из поколения в поколение, напоминая людям о силе любви и важности памяти о тех, кого мы потеряли. Гробница стала местом паломничества для влюбленных и тех, кто ищет вдохновение и надежду. Сюда приходят местные жители, вспоминают трогательную историю. Есть еще одна версия, что эта гробница была возведена женщиной, которая хотела оставить после себя наследие. Она мечтала о том, чтобы ее имя стало символом красоты и величия. Несмотря на богатство и власть, она не нашла истинного счастья. В конце концов, она решила построить эту гробницу, которая бы отражала ее жизнь и чувства. В легенде сказано, что когда она умерла, ее дух остался привязанным к этой гробнице, и она не смогла покинуть это место. И по-любому эта гробница считается каким-то священным местом, и сюда приходят паломники. Как я уже говорила, домам здесь около 2000 лет. Они относятся в основном к римскому или византийскому периоду. Дома строили из местного известняка, которого много в этом районе. Камни хорошо обрабатывали, а камень прочный, поэтому стены во многих местах стоят до сих пор. Типичный дом был одно- или двухэтажный, несколько комнат, внутренний дворик с террасой, плоскую крышу. Окна делали маленькими, чтобы сохранять прохладу летом. Но археологи заметили тут разницу. Есть обычные дома с простой каменной кладкой, 2-3 комнаты, небольшая площадь. И были дома богатых семей, большие дворы, украшенные входы, каменные арки, иногда мозаичные полы. Считалось, что в этих домах жили жрецы и богатые землевладельцы, связанные с городом Элауса Себасте, в котором мы были в предыдущем видео. Дома, что характерно для тех времен, построены прямо рядом с гробницами. Это было обычное. Некрополь, показанный в начале, располагался прямо у дороги. В V-VI веке город стал христианским, и некоторые дома переделали в монашеские кельи, поэтому они похожи на небольшие, будки. Рядом построили несколько церквей,
и появились монастырские комплексы. Стены и дома уцелели до сих пор, потому что камень прочный, во-первых. Во-вторых, город потом не застраивали сверх того, что есть. И место долго было покинутым, поэтому сейчас можно видеть практически планировку каждого дома. Ну вот, кажется, такой дом богатый находится и не у мастерских, большим входом. Ну вот, прям сохранились ворота такие монолитные, да? Сам дом большой, видно, что здесь не два помещения явно. Колоннами обрамлен. Находится недалеко от основных зданий. То есть вот в таких вот жили зажиточные. С этой стороны он защищен стеной. И рядом вот, о чем мы говорили, некрополь, то есть захоронение, кладбище. Прям яркий представитель зажиточных домов. Ну вот мы все обошли, везде были, указатели здесь нас везде провели. Спасибо людям, которые побеспокоились о тех, кто приходит узнать и увидеть древнейшую историю греческих времен Турции. Вот мы все обошли. Вот уже эта воронка и выход. Но нет, мы забыли самое главное здание. На юге поселения, у самой воронки, практически уже на выходе, находится эллинистическая башня. Является одним из самых ранних останков поселения Канителис. На юго-западном углу башни есть две надписи и орнамент в виде трискеля. В одной из этих надписей написано, что жрец Теокрос это сооружение посвятил Зевсу, а в другой такой же табличке написано «построено во время исполнения обязанности Плеисторхоса из Олбии». То есть тут понятно, что это самое старое сооружение поселения. Оно было построено в 3-2 веке до нашей эры. И, судя по всему, это было частью фортификации, то есть защитных стен. То есть еще до поселения здесь была военная крепость после похода Александра Македонского. На этом наш осмотр этого места Канлы-Диваны и путешествие в прошлое Турции можно считать законченным. Мы осмотрели все и ходили больше 2 часов. Мандрагора мистическая растет здесь. Где-то здесь Гарри Поттер. Однозначно.